В самом первом эпизоде сериала «Сокол и Зимний солдат» от Disney+ и Marvel появилась террористическая группа под названием Flag Smashers. Для мира комиксов это не новое название, но в киновселенной мы раньше о них не слышали. Эта группа анархистов появилась после знаменитого скачка и уже успела доставить немало проблем главным героям сериала. Во втором эпизоде сериала нас познакомили с лидером Flag Smashers, и в целом информации о них стало чуть больше, но ясности все равно пока нет. Кто такая Карли Моргентау? Откуда у нее суперсилы и как вообще Flag Smashers впишутся в киновселенную? Давайте попробуем разобраться. В комиксах Marvel Flag Smasher — это один человек, а не команда злодеев. Впервые он появился в 1985 году и звали его Карл Моргентау. Он был сыном богатого дипломата и собирался пойти по стопам своего отца. Но когда его отец был убит во время бунта, Моргентау решил, что мир будет лучше, когда в нем не останется ни стран, ни границ. И он взял себе соответствующее имя – Flag Smasher, то есть сокрушитель флагов. Неудивительно, что со своими антинационалистическими убеждениями Flag Smasher в комиксах стал врагом Капитана Америка. Комиксы выходили в 80-х, а в США тех лет при президенте Рональде Рейгане были очень популярны идеи консерватизма и общего национализма. Так что нечему удивляться, что персонаж-антинационалист стал злодеем. В комиксах Flag Smasher создал организацию под названием «Ультиматум», аббревиатура в названии которой примерно переводится как «Подпольная, освободительная, полностью интегрированная мобильная армия для объединения человечества». Во вселенной Marvel было два Flag Smasher. Когда Моргентау был убит, это имя взял себе канадский член Ультиматум по имени Ги Тьеро. Он придерживался тех же антинационалистических взглядов и продолжил путь своего предшественника. Создатели сериала «Сокол и Зимний солдат» кардинально изменили историю Flag Smasher, оставив только общую концепцию. Во-первых, Моргентау женщина, а не мужчина. А во-вторых, что даже более важно, Flag Smasher — это название целой анархической группировки, а не просто один суперзлодей. Эта концепция вполне в духе современных тенденций. Сериал рассказывает историю о том, как Сэм и Баки устраивают свою жизнь после событий фильма «Мстители. Финал» и затрагивает проблемы расовой напряженности и экономического неравенства. Сцена, в которой Сэму отказали в кредите, на самом деле очень важна и наглядно показывает проблемы современного американского общества. В сериале Flag Smasher — это группа анархистов, которая будет противостоять правительствам различных стран. Пока что нам не очень понятна их мотивация, мы видим, что они не чураются насилия, но мы также еще и не видели, чтобы они кого-нибудь убивали. Учитывая их суперспособности, можно предположить, что они перевозят не просто какую-то вакцину, а сыворотку, которая создает суперсолдат. Flag Smasher боятся кого-то, кого называют Power Broker. Причем они даже готовы пожертвовать одним из своих людей, чтобы вся команда смогла безопасно скрыться. Еще раз скажу, что пока, после 2 эпизодов, не совсем понятна мотивация Flag Smasher. Мы уже видели, как привычные нам комикс-злодеи в киновселенной становились героями. Взять хотя бы фильм «Капитан Марвел», в котором раса Крии стала злодеями, а Скруллы стали положительными героями. Сэм и Баки уже пытаются добраться до Flag Smasher'ов, но параллельно им действует правительство США в лице нового Капитана Америка Джона Уокера и его напарника Бэтлстара. Их намерения нам тоже пока не очень ясны и непонятно, как будут строиться их отношения с Сэмом и Баки. В конце второго эпизода Flag Smasher убегали от кого-то, кого называют Power Broker. Капитан Америка и Бэтлстар от лица правительства США также охотятся на Flag Smasher'ов. И плюс ко всему не стоит забывать про главных героев Сэма и Баки. Они решили собрать побольше информации и навестить в тюрьме старого друга, барона Зема. Кстати, на моем канале есть видео про него, обязательно посмотрите, ссылка в описании. Сюжет раскручивается и сериал становится все интереснее. Смотрим дальше. А на этом у меня все. Читайте комиксы, смотрите комиксы, любите комиксы. Пока!